Здравствуйте, ребята, девушки и парни! В этом видео я хочу поговорить с вами о такой болезненной в наше время теме, как алкоголизм. Что такое алкоголь? Способ расслабиться, хорошо отдохнуть или самый главный враг нашего здоровья? Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Оставляйте его в комментариях, а я расскажу вам о своем мнении. Может, для кого-то оно покажется смешным, глупым, неправильным, а может, для кого-то оно покажется правильным. Все-таки я надеюсь, что таких людей будет гораздо больше. Итак, давайте же разберемся, что такое алкоголь. Это напиток, начиная от Red Bull, Берна, Ягуара, не знаю, какие там еще названия придумать могут, пиво и заканчивая водкой, коньяком и так далее. В нем содержится этиловый спирт, этанол, как его еще называют, который вызывает привыкание и опьянение. Печально, конечно, что любой разговор о алкогольном напитке приводит к его злоупотреблению. Конечно же, это оправдано, судя по его вреде. Полная бутылка крепкого спиртного напитка напрочь убивает любого среднестатистического молодого человека в течение суток. Вы никогда не видели видео, где очень крутой парень выпивает залпом бутылку водки? Вы не удивлялись, почему видео так резко заканчивается? И я не думаю, что он после этого жил долго и счастливо. Как же определить, алкоголик ты или нет? Недавно я в интернете прочитала такую историю одного мужчины, ему 37 лет, и он спрашивал у всех советов и помощи, как понять, я алкоголик или нет. Он рассказал свою историю. Каждый день в течение 11 лет после работы он идет домой и по пути выпивает бутылочку пива, потом заходит в местную разливайку и выпивает 50-100 грамм водочки. Потом он приходит домой, и за ужином он выпивает очередную бутылку пива или больше даже. И он обычный человек. Он помогает по дому жене, он не пьянеет, он не буйный, как можно сказать. Да, порой пропадает, может быть, память не всегда он что-то помнит. И, конечно же, спортом он не занимается, хотя в молодости он мог пробежаться сколько-то там по кругу, по парку. Сейчас он этого, конечно, не делает, но он хочет знать, алкоголик он или нет. Что можно сказать по такому поводу? Я, конечно, не удивлюсь, если потом у него может уйти жена. Я не удивлюсь, если его дети станут алкоголиками потом, когда вырастут. И я не удивлюсь, что у него внутри его организма все органы выглядят не как у здорового человека. Понимаете, в течение 11 лет не может просто так бесследно пройти вот это вливание спирта в ваш организм. Это не может быть пройти бесследно. И зная то, что вы сознательно вливаете в себя спирт и убиваете свой организм, медленно, но верно убиваете свой организм, это не может быть не алкоголизмом. И поэтому такие люди, которые не могут просто в день не выпить хотя бы пиво, хотя бы, для того, чтобы хорошо прошел день, для того, чтобы отметить зарплату, для того, чтобы любой повод, совершенно любой повод найти и выпить с друзьями, это не может быть не алкоголизмом. Это именно алкоголизм, я так считаю. Если у вас, например, компании, с которыми вы ходите в выходные, любой свободный день, но пару раз в неделю точно вы ходите, например, в клубы и изрядно там выпиваете, по моему мнению, это алкоголизм. Если вы пьете пиво каждый вечер у телевизора, это алкоголизм. Я так считаю, потому что для меня кажется, что любой грамм, выпитый вами вечером, утром, когда бы то ни было, это всегда влияет на ваш организм. Потому что я не буду сейчас рассказывать, что плохо, чем влияет на наш организм именно алкоголь. В любом его виде, в пиве, в слабоалкоголке, в водке, в коньяке, он влияет. Поверьте, это не я говорю, это говорят все врачи. Но они говорят это
Сейчас это не так можно увидеть по телевизору, сейчас мы увидим рекламу водки, потому что у нас такое телевидение. Я не знаю, как в России, в Украине, конечно, очень часто крутят рекламу водки, особенно перед праздниками, и это все в таком виде, как бы ты должен это попробовать. Это твоя жизнь, и ты должен это сделать. Ты должен это сделать, твоя жена, твои дети, все должны попробовать эту водку, потому что она супер экологически чистая, она супер красиво выглядит, она полезная, потому что в ней какой-то там супер вкусный мед, супер какие-то, ну, все что угодно можно придумать, чем может быть полезна эта водка. И, конечно, радует одно про историю этого мужчины, то, что он задается вопросом, он алкоголик или нет. В таких случаях я могу посоветовать вам задать себе вопрос, вспомнить себя того, когда вы не пили, и задать себе вопрос. Вот я бы сказал про этого человека, что он алкоголик. Если, конечно же, да, то вы на верном пути, у вас алкоголизм. Если вы посомневались бы, конечно, нет, я все-таки не пью, но я выпиваю, то это верный путь к алкоголизму. И надо это прекращать, потому что в любом случае, если вы уже стабильно пьете утром, вечером, каждый день, бесследно это не пройдет. Поэтому останавливайтесь. Есть такая даже смешная особенность и общая черта у вечно худеющих людей и алкоголиков. Я заметила это. То, что мы ищем отмазки. Почему мы, допустим, долго худеем, и почему мы, допустим, никак не можем бросить пить. У тех людей, которые употребляют алкоголь, стабильно, постоянно, у них есть такие особые отмазки. К примеру, вот я пришел к своему другу на день рождения, любой там праздник какой-то, и меня заставляют пить там. Я не могу не выпить за здоровье своего брата. Я не могу не выпить. Вас кто-то заставляет это делать, или от того, что вы выпьете, ваш друг или вы сами станете здоровее, кажется, это нелогично просто. Я согласна, да, не хочется обидеть человека, но есть полно выходов, которые вы можете сделать, чтобы не обидеть этого человека. Можно просто делать вид, что вы пьете. Я лично так делаю. Я с умным видом делаю вид, что я пью. На самом деле я даже ничего не вливаю в себя. Я могу просто вылететь куда-то и налить себе минералки и целый вечер ее сербать, делать вид, что я пью, отдыхаю со всеми. Но я не пью, потому что это мне не надо. Я не хочу вливать в свой организм эту гадость, я не хочу портить свой организм, тем более девушке. Я сейчас говорю в общем о парнях, но девушки и женский алкоголизм это, наверное, хуже ничего не может быть. Даже не так плохо девушка, когда курит, хотя и это плохо, но когда она пьет, а если еще и курит, ну это просто букет очарования. Поэтому, девушки, я могу сказать, что если вы каждый вечер с подругами, там, с друзьями ходите, отдыхаете в бары и запиваете там супер модным коктейлем, каким-то там секс на пляже, типа того, даже не знаю, такие сейчас названия придумают, какие хочешь. Главное, что это было бы круто, чтобы вам хорошо отдыхалось, чтобы вы выглядели сексуальной, раскрепощенной. Поверьте, когда вы выпьете, вы не выглядите сексуальными. Это точно, я могу вас уверить. И когда вы выпьете, вы не найдете себе того парня, которого вы хотели. В принципе, на что ловят, то и клюет, в принципе. И потом не удивляйтесь, почему он такой плохой, почему он ужасный, как же я такая королева, богиня, и почему он на меня запал. На что клюют, то и получают. Извините, но это правда. Я не буду сейчас врать и говорить, что выпить в компаниях это хорошо, это расслабляет и будет весело. Это неправда. Будет только хуже. Что касается меня, я не скажу, что я никогда ничего не пила. Были периоды в жизни, скажу в своем алкоголизме, конечно, это шутка, но все в какой-то период в своей жизни, особенно если это девочки, расскажу про себя, особенно если
14, 15, 13 лет, вот этот переходный возраст, подростковый возраст. В каких-то случаях это проходит бесследно, а в каких-то случаях, в моем варианте, у меня ужасный был характер. Я так потрепала нервы своим родителям, что до сих пор вспоминаю это с ужасом. У меня был такой период, что я попадала в нехорошие компании, у меня было нехорошие подружки, которые тянули меня на такое дно, с которого бы я просто не вылезла. И я по своей наивности, я доверяла, для меня это казалось нормальным. Я могла выпить слабоалкоголку, это обычно, и это было круто для меня, это было супер круто, потому что я была самая крутая, наверное, девочка, потому что когда я выпила немножко этой слабоалкоголки, а вы можете представить, в подростковом возрасте эта слабоалкоголка дает голову так, что всем мозги отключает. И я была супер крутая. И если бы не мои родители, я не знаю, что бы было бы дальше, где бы я была дальше, какая я была бы вообще. И мне дали такой пинок под зад, сказали, что нет, Таня, прекращай. Конечно, я очень опиралась, я ненавидела в то время своих родителей, я очень с ними ссорилась, но именно сейчас я им благодарна безумно, что тогда они дали мне пинок, такой шлепок по затылку и сказали, что нет, Танечка, ты катишься совсем не туда. И именно тогда я одумалась, можно сказать так. И все-таки я до конца своей жизни приняла для себя такую вещь, что никогда мой организм не поступит ни одной капли алкоголя. Я сейчас, конечно, может, кого-то гружу этим, то, что вы пьете, это ужас, ужас, но это правда, это реалия нашей жизни, потому что сейчас, куда ни выйди, я не гуляю по улицам, я не хожу особо гулять куда-то, я предпочитаю сидеть дома, так же самое, как мой парень, потому что у нас негде гулять. Не то чтобы даже и негде. Я не хочу смотреть на людей, которые ходят с ужасными лицами, как будто конец света какой-то наступил, потому что у нас сейчас только так. 90-е это были просто цветочки по сравнению, что сейчас творится в Николаеве. Это наша правда нашего города. Сейчас жить, работать невозможно. И вот тоже такая вот вещь случается с людьми. Если у вас проблема в семье, с деньгами, с работой, не дай бог что-то случилось, смерть чья-то, очень много проблем в жизни бывает. Я знаю это, я видела это своими глазами. Но это не выход, никогда не выход заливать все алкоголем. Это ничего не решит, никогда. То, что вы напьетесь, завалитесь спать, вы отключите свой мозг, не будете об этом думать, это может единственный плюс от этого. Но никогда эти проблемы не решатся от того, что вы пьете. Это просто глупо, это тратить свое время. Лучше решайте эту проблему, забывайте, идите, устраивайтесь на работу, если, конечно, это возможно. Но решайте эти проблемы не алкоголем, потому что это будет только хуже. А уйти в запой могут все. Это очень легко, поверьте. Пойти купить себе водяры, напиться и уйти в запой. Это очень легко. Но вот решить эту проблему сможет не каждый. И это проверка вашего характера, вашей стойкости. Поэтому вам решать, быть алкоголиком или не быть. Это зависит от вашего характера. Поведетесь вы на какую-то компанию, станете им поддакивать, да, я буду пить. Это ваш характер. Значит, вы слабак. Это так. Если вы скажете нет, мне это не надо, и прекратите общаться с этими людьми, тогда вы сильный человек. Конечно же, решать вам строить свою жизнь. Я рассказала о своем мнении. Может, для кого-то все-таки оно показалось правильным. Я очень надеюсь, что таких людей больше. Мне очень интересно, еще раз повторюсь, ваше мнение. Что вы скажете по поводу того, сколько вы пьете ли вы вообще, на праздники, не праздники, какое ваше отношение, какое ваше окружение, кто вас окружает, какие у вас друзья. Тоже было бы очень интересно послушать ваше мнение. Я очень надеюсь, что мои слова что-то до вас донесли. В следующем видео я расскажу вам о вреде курения, тоже свое мнение скажу насчет этого.
Ну что ж, всем удачи. Будем растить здоровую нацию. Я очень надеюсь на вас, надеюсь на ваше правильное решение. Всем удачи. Пока.